Всем привет! Продолжаю рубрику «Что посетить в Лиссабоне». В этом видео я хочу показать вам район, который называется Белен. Он расположен вдоль устья реки Тежу от центра Лиссабона к западу. В этом месте находятся несколько главных достопримечательностей, которые я хочу показать вам в этом видео. Район Белен – постоянное напоминание о золотом веке Португалии, когда ее корабли отправлялись на поиски новых открытий. Один из самых узнаваемых символов Лиссабона является башня Торре-де-Белен. Беленская башня была построена между 1514 и 1519 годами. Красивый форт стоит на отмеле реки Тежу, стоимость посещения составит 6 евро. Высота башни составляет 35 метров. Ее построили на выступе базальтовых пород, которые находились недалеко от берега, а для строительства использовали камни. Это защитное сооружение является образцом мануэлинского архитектурного стиля. Это стиль Португалии 15 и 16 века, назван по имени короля Мануэля I Счастливого. То время было периодом высшего могущества Португалии, периодом ее рассвета как морской державы. Беленская башня была построена в честь открытия Васко де Гама морского пути в Индию. Району Белен стоит посвятить полдня. После Беленской башни нужно прогуляться к памятнику первооткрывателей. Между двумя достопримечательностями находится небольшой рынок, где вы можете купить сувениры или слегка перекусить. Завершая прогулку, здесь хорошо просматривается висячий мост Лиссабона и статуя Иисуса Христа. Памятник первооткрывателям представляет собой корабль с парусами, во главе которого стоит Генрих Мореплаватель, или по-другому Энрике. Энрике являлся сыном короля Жуана I. В руках он держит макет каравеллы. По обе стороны монумента изображены самые известные мореплаватели, политики и монахи, сыгравшие огромную роль в истории Португалии. На площади перед входом в монумент на плитке выложена роза ветров. Высота памятника составляет 52 метра. Есть возможность подняться наверх каравеллы за 10 евро. Среди знаменитых фигур есть и женщина, ее зовут Филиппа Ланкастерская. Она является матерью того самого Энрике, который стоит во главе монумента. Одна из самых популярных достопримечательностей Лиссабона – это монастырь Жеронимуш. Для строительства монастыря первый камень был заложен в 1502 году. Жеронимуш строили почти 100 лет. Это здание получило самым выдающимся в архитектурном стиле мануэлину. Ранее на этом месте находилась маленькая молельня, а позднее построили часовню Санта-Мария-де-Белем. Именно в ней провели всю ночь в молитвах Васко де Гама и его команда накануне перед отплытием в Индию. Морской путь в Индию, который открыл Васко де Гама, озолотил Португалию, а именно доход с продаж экзотических товаров и специй приносил огромные деньги. Пока моряки плавали, король Мануэль I приказал строить монастырь. Король Мануэль Счастливый, так его называли, ввел специальный 5% налог от продаж специй на строительство монастыря Жеронимуш. У монахов была великая цель молиться за короля и моряков. Стоимость посещения монастыря Жеронимуш составит 10 евро. Церковь можно посетить бесплатно. В церкви Санта-Марии-де-Белен вечным сном покоится Васко де Гама, Мануэль I Счастливый и вся его семья. После осмотра всех этих достопримечательностей рекомендую вам посетить это кафе.
Здесь же находится фабрика, где выпекают знаменитое пирожное Португалии паштель де ната. Фабрика была открыта в 1837 году. Это пирожное паштель де ната придумали монахи в монастыре Жеронимуш. В этом кафе очень хорошо организован сервис обслуживания клиентов, вкусный кофе и выпечка. Просторные залы всегда полны людей.